Еще моя подборочка советов из ТикТока, но не настолько интенсивно, как в прошлый раз, не каждые 15 секунд. А по минуте, я думаю, это будет более гуманно, чем прошлый ролик. Смотрите. Советы по рисованию. Как можно больше рисуйте с натуры. Рисование по представлению никоим образом не может заменить рисование с натуры. Это картинка из Италии, фонтан Посейдона в Риме. Мне удалось с самого начала этого рисунка сделать на месте. И потом я долгое время дорисовывал его, сидя в доме Пезаро. Главное, что мне удалось сделать вначале, это взять правильные перспективные соотношения и верно обозначить пропорции. Все остальное уже дело техники. В этом рисунке я использую перьевую ручку. И как вы видите, часть этого рисунка сделана в акварельной технике, а часть в штриховой технике. Эти техники шикарно дополняют друг друга. Акварельность дает эффект и объем, а штрих дает форму. И так как чернила водорастворимые, эту ситуацию можно исправлять. Больше уроков смотри у меня в профиле. Ссылка. Кликай, подписывайся. Советы по скетчингу и рисунку. Старайтесь рисовать так, чтобы направление вашей линии соответствовало направлению плоскости. Если я хочу подчеркнуть вертикальность этой плоскости, то я делаю это вертикальными штрихами. Рационально делать это вертикальными штрихами, потому что ровную линию, длинную, провести намного сложнее, чем короткую вертикальную. То же самое происходит, например, и с изогнутыми линиями. Легче рисовать вот так, чем рисовать вот так. И точно так же я подчеркиваю плоскости вот этих предметов. Чуть-чуть по вертикали, буквально пара-тройка линий. И глаз человека уже начинает понимать, каким образом строится этот предмет. Все эти манипуляции лучше повторять перьевой ручкой. Я использую перьевую, это дико удобно. Она и на размытие работает чернил, и на штрих. Если хочешь научиться рисовать так же, переходи по ссылке в шапке профиля и кликай по ссылке. Меня зовут Эдуард Кичигин. Эдуард Кичигин. Простые уроки по скетчингу и рисунку. Уроки простые, потому что состоят из простых элементов. То, что я рисую, оно визуально сложно, но построено из очень простых составляющих. Отсюда опять же простейший вывод. Если вы хотите рисовать быстро, просто хорошо и круто, вам нужно отработать простейшие элементы рисунка, из которых потом, как из азбуки, составляются слова. В данном случае, например, это элементы листвы, или простые прямоугольные формы, или простые цилиндрические формы. Мой подход в скетчинге и в рисунке похож на спорт. Вы делаете много-много попыток простых элементов, а потом складываете это все в единую большую композицию. Прекрасно работает в том способе графики, который я демонстрирую. Смотрите по ходу рисунка на все элементы, которые я рисую. Это все предельно просто. Научиться также переходите по ссылке в шапке профиля, подписывайтесь на мой сервис подписки и рисуйте еще круче меня. Эдуард Кичигин. Уроки скетчинга и быстрого рисунка. О невероятной важности композиции. Это прям факт, если вы, например, не умеете рисовать совершенно от слова совсем, но можете закомпоновать вот эту вот мазню, которая получилась хорошо в пространстве листа. Что получится? Понимаете, получится или примитивное искусство, или абстрактное искусство, или современное искусство. Это будет похоже на хороший продукт, даже если нарисовано так себе. И это первое, с чего нас учили, например, рисовать на курсах рисунка. Композиция решает. То, как вы ее располагаете в листе, решает. Сам лист — это главная ориентировка. Потом все, что на нем происходит, это детализация. Попробуйте эту мысль. И попробовать нужно не раз и не два, а много раз. А не научитесь компоновать в листе круто. А если хотите научиться моей стилистике рисовать круто, переходите по ссылке в шапке профиля и подписывайтесь. Эдуард Кичигин. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Это развалины театра Романа в итальянском городе Гуппио. Рисовал с натуры с мыслью закончить это потом, когда приеду в Пезаро и будет время посидеть. Особо не дорабатывал, но сама вот эта вот мысль хорошая и интересная. Если вы делаете скетчинг в путешествиях, не так важно полностью доработать рисунок. Можете оставить часть на потом. Главное взять необходимые основные пропорции и наметить их, как у меня, например. Получится то сочетание, которое необходимо для правильного рисунка. Когда вы основу взяли с натуры, а потом можете дорабатывать, например, по фотографии. Это в миллион раз лучше и полезнее, чем просто рисовать с фотографии.
Натура намного больше даст для вашего развития, чем любое изображение. Если вам нравится архитектурный скетчинг, то предлагаю не тупить, а двигать в город. Рисовать. Рисовать максимально круто. Смотрите у меня по ссылке в шапке профиля. Секретное видео. Эдуард Кичигин. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Как с регулярностью в рисунке быть? Как тренироваться постоянно? Что я делаю лично? Первое. У меня простые инструменты, и они всегда под рукой. Нужно растопыривать большую историю с красками или еще с чем-то. У меня ручка, перо, максимум чернильница. Скетчбук. На столе всегда открытая пачка листов. Открытый скетчбук. Чего не нужно для того, чтобы начать. Нужно готовить. Техника подразумевает именно сразу же вхождение в процесс. Поэтому мне не нужно заряжаться, я просто стартую. Если для того, чтобы стартовать ваш тренинг, вам ничего не нужно делать, то это сильно облегчает путь. Это ровно такая же ситуация в кафе. Или в гостях, или в пути, или в поезде, в самолете, где угодно. Это дико удобно, дает свой эффект. А если хочешь научиться рисовать так, как я, переходи по ссылке в шапке профиля. Подписывайся на мой сервис, там я даю секреты. Эдуард Кичигин. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Бра подход к творчеству, как к тренировкам, как к спорту. Это на самом деле очень прикольно, когда ты не ждешь вдохновения, а просто делаешь результат. Во-первых, ты делаешь подход. И только в этом проблема должна быть. Ты должен сделать свое количество подходов. Ты не должен ждать вдохновения, ты не должен ждать полета фантазии, ты не должен ждать какой-то идеи, ничего не должен, ты просто должен делать свой процесс. И тогда вот эти вот странные штуки, типа вдохновения, типа идеи, типа гениальности, они приходят сами собой. Если ты к ним тащишься, они будут убегать от тебя. Если ты плевать на них хотел, если просто ты делаешь свой процесс, потому что это твой выбор. Они сами приплетутся к тебе и будут стоять рядом, да. Если хочешь научиться рисовать в моей технике рисунка, переходи по ссылке в шапке профиля и подписывайся. Эдуард Кичигин. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Мысль о том, что ваши тренировки не должны зависеть ни от времени, ни от места, ни от инструмента, ни от чего. Техника рисования вышла из проектного скетчинга, из практики ландшафтного архитектора, из создания концепции архитектуры, градостроительных идей и прочих таких штук, которые не ждут от тебя, что ты будешь готов. Проект может застать тебя в любом месте, поэтому я говорю, что любой клочок бумаги, любая поверхность, на которой ты можешь рисовать, она является твоим тренировочным полем. Я часто рисую на салфетках, на обрывках бумаги, неважно, мне не нужна идеальная ситуация. Для тренировок уже достаточно, что у тебя что-то есть, чем рисовать и на чем рисовать, и дальше все легко. Отбрось идеальную ситуацию когда-нибудь на потом и действуй с тем, что есть сейчас. Если нравится моя техника рисунка, переходи по ссылке в шапке профиля, там я даю свои секретные уроки. Ну, в общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, внизу ссылки на видосы, на плейлисты, каким образом можно рисовать в этом стиле, как у меня. А если прям хотите четко научиться, то welcome по ссылке внизу на мой платный сервис подписки. Там прокачайтесь прям быстрее. Всем чао-чао. Меня зовут Эдуард Кичигин. Пока.